Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад вас сегодня приветствовать из нашей аланийской студии. Как видите, раньше мы вели наши передачи с улицы, теперь есть возможность обосноваться в таком прекрасном месте. Единственное, что сразу хочу сказать, не знаю, будем ли мы здесь на постоянной основе или, может быть, всего несколько раз, потому что для того, чтобы эта студия у нас осталась на долгое время, она должна в первую очередь понравиться вам. Ну и, конечно, для того, чтобы она вам понравилась, я приготовил немного хороших новостей. И первое, друзья, о чем я хочу с вами сегодня поговорить, это о фестивале «Новая волна». До сих пор никак непонятно, будет ли фестиваль или нет, потому что недавно мы видели с вами несколько объявлений о том, что «Новая волна» не будет проводиться, но буквально на днях оргкомитет международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна» официально заявил, что не делал никаких заявлений об отмене конкурса в 2022 году. Все статьи в интернете и прессе впервые появились в издании «Супер», и они являются ложной информацией, не соответствующей действительности. В настоящее время оргкомитет продолжает прием заявок от участников из разных стран. Ну а окончательное решение о сроках проведения «Новой волны» 2022 года оргкомитет объявит в конце мая. И тут в первую очередь надо поговорить о том, что почему же вот такие эмоции вызывают у всех диерс новости об отмене или о том, что все-таки «Новая волна» будет проводиться. Дело в том, что я был в Сочи на «Новой волне» в 2021 году, которая проходила на невероятном уровне. И, кстати, до сих пор сейчас на нашем канале остались репортажи оттуда. Если вы не смотрели, обязательно посмотрите. Так вот, дело в том, что в Сочи в 2021 году была невероятная атмосфера. Это был не просто фестиваль, это был настоящий праздник хорошей музыки, хороших артистов, хорошего настроения. И то, что многие диер следили за его проведением со всего мира, я даже, знаете, что скажу, 7000 человек одновременно смотрели одну из наших трансляций, поэтому, естественно, любые новости, которые будут поступать об отмене или о проведении «Новой волны», они, конечно, будут будоражить кровь диер. Поэтому я думаю, что сейчас, наверное, не самый подходящий момент, чтобы радоваться или расстраиваться. Давайте действительно подождем, когда будет принято официальное решение. Я, кстати, когда был на «Новой волне» в Сочи, предлагал следующую «Новую волну» провести в Алматы, в Казахстане. Я тогда сказал, что было бы круто «Новую волну» провести на самом деле в Казахстане и назвать ее, может быть, не «Новая волна», а может быть «Казахская волна». Я думаю, что это было бы интересно, потому что могли бы приехать артисты со всего мира. Опыт у господина Ревзина и у организаторов «Новой волны» невероятно большой, поэтому я уверен, если будет необходимость, они с легкостью проведут полномасштабный, шикарный вот такой же большой конкурс в Казахстане, и на него съедутся люди со всего мира. Ну и, конечно, я здесь преследую корыстные цели, потому что для меня это может стать отдельным поводом посетить Казахстан, по которому я уже безумно соскучился с момента моей последней поездки. Поэтому пока что я не знаю, какое решение примут Игорь Крутой и организаторы «Новой волны», но хочется надеяться, что она состоится, а еще больше хочется надеяться, что если вдруг ее проведут в Казахстане, ну и если кто-то вдруг из команды Игоря Яковлевича сейчас посмотрит, или из команды Димаша Кудайбергена посмотрит и мою идею такую Игорю Яковлевичу подкинут, то тогда в 2022 году у нас, друзья, будет шанс увидеть настоящую казахскую волну, а у людей со всего мира, которые приедут на этот фестиваль, на этот конкурс, будет шанс ощутить на себе по-настоящему, а не с чужих слов, знаменитое казахское гостеприимство. Еще одна новость, друзья, из мира шахмат. Как вы знаете, я очень люблю шахматы, иногда даже играю в шахматы. Конечно, я не профессионал, но с того момента, как я начал следить за миром шахмат Казахстана, я начал интересоваться, начал изучать, начал больше играть и, соответственно, больше выигрывать. Узнал, что есть, оказывается, такой вид шахмат, как блиц, когда у каждого игрока всего по 5 минут на то, чтобы сделать все ходы. И, в общем, я восхищаюсь вообще шахматистами и школой шахмат Казахстана, и поэтому стараюсь следить за всем, что там происходит. И сегодняшняя новость у меня как раз об этом. Дело в том, что казахстанцы завоевали 3 золотые, 1 серебряную и 1 бронзовую медали на мировом первенстве по быстрым и молниеносным шахматам среди кадетов в Греции. Новоиспеченный чемпион мира по рапиду среди юношей до 18 лет Казбек Нагербек завоевал для Казахстана еще 1 золотую медаль, но по молниеносным шахматам. Это и есть блиц. В первенстве мира по блицу среди девушек до 18 лет золото выиграла 17-летняя шахматистка Назиреке Нургали. А в категории среди юношей до 14 лет серебро досталось Даниялу Сапенову, завоевавшему также бронзовую медаль по рапиду, сообщает пресс-служба Казахстанской Федерации шахмат. Вот так вот, друзья. И я хочу еще раз отметить, как все-таки работает феномен Казахстана. Дело в том, что вот мы все видим настоящий флагман в мире культуры, в мире спорта, который представляет Казахстан на международной арене. Это и Димаш Кудайберген, который является лучшим вокалистом нашей планеты, и диджей Манбек, который завоевал Грэмми. Это Геннадий Головкин, который
буквально на днях стал суперчемпионом в своей весовой категории. И вот так же сейчас происходит и в мире шахмат. Вот мы недавно только рассказывали про Жансаю Абдумали, которая буквально перевернула весь шахматный мир. И вот сейчас мы видим, что столько молодых, столько талантливых юных шахматистов тоже пытаются повторить ее успех. И я уверен, что у них это все получится. Поэтому мы желаем всем молодым шахматистам, всем молодым спортсменам удачи. Пускай не останавливаются, пускай учатся, трудятся над собой. И тогда я уверен, что их ждет всех большой успех. Друзья, ну еще я хочу поблагодарить вас всех за то, что вы отправляете нам вот такие вот материалы, такие новости на наш Telegram, на наш WhatsApp. Это очень приятно. Так же, как и читать ваши невероятные комментарии. И в одном из прошлых видео я рассказывал про Геннадия Головкина. И вы прислали мне фотографию Геннадия Головкина с Криштиану Роналдо. Оказывается, Криштиану Роналдо и Головкин, они друзья. Я несколько раз говорил, что они похожи. Вот как, например, Геннадий Головкин в боксе, Димаш в мире голоса, в мире вокала и Криштиану Роналдо в футболе. Это люди, которые очень целеустремленные, очень трудолюбивые. И поэтому я думаю, что неудивительно, что они дружат друг с другом. Также, кстати, и Джеки Чан. Он же тоже номер один. В общем, друзья, спасибо, что помогаете нам тоже с информацией, присылаете все самое интересное. Можно сказать, что все передачи, все новости, которые появляются на нашем канале, они выходят только благодаря вашей помощи, вашей поддержке. Друзья, ну у меня на этом все. Надеюсь, вам понравилась наша новая аланийская студия. Поэтому пожелаю вам хорошего настроения, пускай у вас все будет хорошо. Надеюсь, на вашем пути вас будет встречать только благополучие и хорошие новости. Ну а я, друзья, увижусь с вами уже завтра. Ну, надеюсь, что завтра. Всем пока.